Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Крупнейшее хранилище газа в Германии, Реден, заполнено только на 2%. Как известно, в России к отопительному сезону начинают готовиться еще едва его и завершив, собственно. Почему каждый год мы начали наблюдать за наполнением европейских ПХГ? И что там с этим Реден? Наблюдать мы стали, потому что в Европейском Союзе в 2021 году возникли проблемы с наполнением подземных хранилищ, после чего все в Европейском Союзе стали активно присматриваться к наполнению подземных хранилищ. Еврокомиссия стала изо всех сил комментировать наполнение подземных хранилищ, а в 2022 году наполнение подземных хранилищ было единственным успехом на газовом рынке, поэтому Еврокомиссия активно этот успех раздувала, опираясь на то, что вот смотрите, в прошлом году вы все волновались, а в этом году мы взяли себя в руки, взяли вас в руки. Вот как бы и обе эти руки столкнули, и хопа, в результате наполнились подземные хранилища более чем на 90%. Но так как наше информационное пространство почему-то по необъяснимым причинам напрямую связано с информационным пространством Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, то вот и мы тоже присматриваемся к наполнению подземных хранилищ в Европе. И даже из этого многие у нас делают какие-то судьбоносные выводы о том, что замерзнет Европа, не замерзнет Европа. Собственно говоря, действительно, Bloomberg написал о том, что посмотрите, 2% наполнение ПХГ Рёден, что-то с этим надо делать Европе, потому что планируют они к 1 ноября заполнить это подземное хранилище там на 45%, наполнили всего на 2%. Что они будут делать, не ясно, потому что, а вот почему не заполнили и что там в целом с подземными хранилищами происходит, давайте поговорим. Во-первых, в целом за Германию переживать не надо. Когда вы видите, что крупнейшее подземное хранилище в Германии, ай-яй-яй, не заполнено, нужно понимать, что это не отражает в целом ситуацию в подземном хранении газа на территории Германии. Сейчас на территории Германии заполнено порядка 47-49% имеющихся мощностей. Да, это не какой-то фантастический результат, но отнюдь не столь плачевный, как результат конкретного месторождения, конкретного хранилища Рёден. Действительно, это довольно крупное по немецким меркам подземное хранилище. Но его емкость я округляю, около 4,5 миллиардов кубических метров. А в целом подземные хранилища на территории Германии, в зависимости от того, как мы будем считать, их мощность будет где-то 23-25 миллиардов кубических метров. То есть важным ли объектом является Рёден? Безусловно, важным. То есть если не наполнить это подземное хранилище, то максимум, что вы можете обеспечить, это примерно там 80% наполнения всех вот ваших мощностей. На самом деле чуть больше, но опять же, округлим, 80%. Хорошо. 80% вроде бы уже неплохо. И более того, если посмотреть последние, мы же любим с вами новости про ссылки на там некие решения, принятые европейскими властями, которые пока не озвучены, но о них рассказывают уважаемые новостные агентства, которые ссылаются на своих глубоко анонимных, но очень хорошо знакомых ситуаций, на свои, в общем, знакомые ситуации источники. Так вот, со ссылкой на источники мы с вами видим, что сейчас Европейская комиссия склоняется к тому, чтобы разрешить не наполнять на 90%. То есть в данной ситуации я даже склонен этим анонимным источникам поверить по простой причине. Мы даже на этом канале предполагали, что что-то такое может быть решено, потому что, по большому счету, в текущих условиях, с текущими ценовыми индексами, с текущей доступностью газа, если вы будете требовать наполнения 90%, то вы фактически можете создать условия, при которых летом у вас окажется газ дороже, чем он будет зимой. Это не обязательно так, но так вполне может быть. Так вполне может быть, это все понимают, и доступность газа, в общем-то, не расширяется. Она начнет расширяться только к концу текущего года и в начале следующего года. Собственно, Еврокомиссия в своих прогнозах исходит из того, что
будет сохраняться ограниченность предложения в 2025 году, и только с 2026 года появятся новые объемы на мировом рынке, на которые сможет претендовать Европейский Союз. И вот за счет этих объемов можно будет заместить поставки из Российской Федерации, в том числе. Кстати, от части этих поставок в 2026 году уже планируется отказаться. Не в самом 2026 году, но вот сразу после него. Однако, если посмотреть в целом на наполнение подземных хранилищ на территории Европейского Союза, мы увидим, что сейчас показатель составляет где-то 62-63%. Кстати, нет, я не прав. 62-63 миллиарда кубических метров там заполнено, это где-то 55% получается. Ну, то есть до 90, конечно, далеко. И как мы говорили в одном из предыдущих видео, успеть наполнить 90% они вряд ли смогут. И поэтому тоже проще сказать, ребят, давайте 80, вот край 80, вы так здорово продемонстрировали устойчивость поставок газа, что мы тут решили, что 90 это слишком много, и не надо вам столько. Вот. После первого квартала спрос на газ, когда спрос на газ увеличивался частично, мы увидели небольшое, но сокращение спроса на газ в четвертом месяце, ну, то есть в апреле 2025 года. И пока ситуация с потреблением газа в Евросоюзе остается неясной. А неясной она остается в том числе из-за ценовых условий, в которых европейские потребители оказались. То есть $500 за 1000 кубических метров, ну, это примерный показатель на бирже TTF, который на конец вот этой недели, когда мы записываем это видео, в общем, порядка $500 стоило 1000 кубических метров. Это много. То есть по сравнению, конечно, с 1000, 2, 3 тысячами 600 долларов за 1000 кубических метров, 500 вроде немного. Но учитывая, что Европейский Союз начинает ныть, когда видит цену порядка $400, ну, понятно. Для него 500 это уже что-то как-то многовато. А нельзя ли дешевле? А нельзя. Доступность ограничена, поставки из России ограничены, поставки СПГ ограничены. Ну, как-то, знаете, спасайтесь сами. А спасаться в таких условиях довольно тяжело. Наполнять подземные хранилища тоже тяжело по той причине, что дорого. А если сейчас все проблемы разрешатся, если, правда, эти проблемы продолжат давить на потребление газа, и если сейчас не будет слишком жаркого лета, я понимаю, что, глядя в окно, многие наши зрители и слушатели могут сказать, жаркое лето, ну мало ли, или там очень жаркая осень, которая может вот наступить, которая потребует увеличить потребление энергоносителей вообще и электрической энергии, производимой на газовых электростанциях в частности. Так вот, если, вот эти условия вдруг возникнут, вам все равно придется потреблять газа много, цены будут высокими. Даже в условиях, когда вроде как риски, связанные с конфликтом между Ираном и Израилем, пока что поставлены на паузу, они никуда не исчезли, они поставлены на паузу. Так вот, в этих условиях может так получиться, что к зиме у вас цены окажутся ниже, чем были летом, а это означает, что будут финансовые потери у ваших компаний, которые газ закачивают. И сейчас давить на эти компании, чтобы они закачивали еще больше, чем они закачивают сейчас, это провоцировать дальнейший рост цен, а дальнейший рост цен увеличивает вероятность рисков, связанных с тем, что зимой газ может оказаться дороже, чем был летом. Кстати, даже если он будет стоить столько же, это все равно будет плохо, потому что за время, пока вы газ закачали, вы еще тратили деньги на его хранение. А это означает, что если вы его по $500 закачали, вы еще какую-то копейку потратили на его хранение. Значит, если вы его сможете продать по 500, то вы деньги потеряете. Такое уже происходило, притом происходило в довольно серьезных масштабах в 2019-2020 году. То есть с летом 2019 года цены были выше, чем зимой 2019-2020 годов. Так, опять же, получилось. И вот, чтобы не оказались коммерческие компании, государственные компании в таких условиях, давить не стоит. Поэтому, да, Еврокомиссия может пойти на то, чтобы сейчас вот эту планку снизить. Опять же, может, когда вы смотрите, об этом уже объявили официально. Но вернемся в Германию.
И присмотримся к собственнику этого подземного хранилища, которое послужило поводом для того, чтобы поговорить, а что же там в этой самой Германии происходит. Это Сефи. Это компания Сефи. Компания Сефи – это украденная у «Газпрома» «Газпром Германия», которую в 22 году в конце, в апреле, по-моему, украли руководители Германии у «Газпрома», переименовали, сказали, вы знаете, ой, такие риски возникали в связи с поставками газа, ой, такие риски, что мы прям не удержались и сперли компанию. Инвестируйте, кстати, в Европейский Союз. Это безопасно и надежно. Вкладывайте деньги прямо сюда, поближе к нам, поближе к нам. Если вдруг опять какие-то неприятности случатся, чтобы нам далеко тянуться не надо было. Несите ваши денежки, складывайте вот тут. Это очень надежно, честно. Мне кажется, здесь надо этот мем из Саус Парка поставить, где... И мы зачисляем ваши деньги на счет, и их нет. Вот примерно так поступило руководство Германии в лице Олафа Шольца и его прихлебателей. Кстати, где они? Однако, завершая всю эту историю, я предлагаю не переживать за Германию. В конце концов, для Германии... У Германии эти мощности хранения газа, которые имеются, в целом достаточны. С учетом тех объемов, которые они могут получать из соседних стран, даже если будет закачано не 90%, а 80%, Германии в общем и целом должно хватить. Особенно если посмотреть на индекс промышленного производства, особенно если посмотреть на уровень потребления газа, особенно если зима не будет холодной, а будет такой теплой, или умеренной, то нормально, 80% с головой хватит, чтобы спокойно пройти этот отопительный сезон. Главное, чтобы у всех остальных рядом подземные хранилища были заполнены побольше, чем в самой Германии. Поэтому 2% в Рёдене – это не повод переживать, это не повод как-то беспокоиться за Германию или как-то, наоборот, зубоскалить по поводу Германии, но зато это был повод поговорить и про Bloomberg, и про уровни заполняемости в целом в Европейском Союзе, и про то, какова мощность подземных хранилищ в самой Германии. Мы с вами об этом и поговорили. Динамика наполнения подземных хранилищ низкая, все еще довольно низкая. Там порядка, если получается выйти на показатель порядка 2 миллиардов кубов, 2-3 миллиардов кубов в неделю, то это прям шикарно, это прям отлично. Другое дело, что не всегда получается такой замечательный показатель продемонстрировать. Обычно он чуть меньше, и сейчас подземные хранилища наполняются с той динамикой в Европейском Союзе, с которой они наполнялись в тот же период времени в 2022 году, а тогда динамика была низкой, и пришлось в августе форсировать объем заполняемости, что привело к резкому росту цен, потому что спрос резко вырос. И тогда мы с вами увидели на данный момент рекордные $3600 за 1000 кубических метров. Полагаю, в Еврокомиссии помнят успехи 2022 года и постараются их не допустить, поэтому, скорее всего, будут планку заполняемости снижать. А планка заполняемости в то же время, скорее всего, будет достигнута, и даже более 80% в подземных хранилищах газа Германии, скорее всего, будут закачаны. Если не будут, что ж, будем надеяться, что зима будет теплой. И никакого снега в Мадриде не будет, и прочих этих безобразий тоже не будет. Кстати, если что, информирую вас, на Украине в подземные хранилища закачано уже 3 миллиарда кубических метров. 3 миллиарда, всего лишь на 2 с небольшим миллиарда меньше, чем на ту же дату прошлого года, при том, что к окончанию отопительного сезона в подземных хранилищах оставалось 700 миллионов. Сейчас на 2 миллиарда, на 2,2 миллиарда меньше, чем на ту же дату прошлого года. Соответственно, если с той же динамикой будут заполнять, то будет на 2 миллиарда меньше в подземных хранилищах. При том, что в подземных хранилищах к моменту окончания отопительного сезона оставалось 700 миллионов кубических метров. Тут, знаете, будет зима теплая, будет зима холодная, уже не столь важно. Потому что здесь риски реально есть. А Европа что? В очередной раз сократит спрос, в конце концов. На сегодня все.
Александр, большое спасибо вам за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленных комментариях. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». Ну, а на сегодня все. Всего хорошего.